Скажи честно, ты бы поверил, что масштабный средневековый сим колонии с комплексной экономикой, непрямым управлением и возможностью проектировать собственные здания — это инди-проект, который склепал Альфач из Бельгии в одиночку. Я этого гения себе представляю примерно таким. Центральная идея Earth of Warren — это не наклепать домиков, а выстроить функционирующую систему с производственной цепочкой, каменными стенами и все в атмосфере дзен-релакса. А знаешь что? На этом гений не остановился. Одна деталь меня совершенно сразила. Но чтобы не затягивать рассказ, ее покажу уже в самом видео. Как ты уже догадался, я поделюсь с тобой первыми впечатлениями, чтобы понять, на каком этапе весь этот проект находится и что ждать вместе с релизом. Если заинтригован, заводи кофейку и будем вместе разбирать, что там натворил этот гений-одиночка. 4 миссии всего существует, 3 из них залочены, и нам открыто только первый биом — горный. И здесь при выборе карты она автогенерируется каждый раз. Вот это классная. Давай вот ее. Первую я уже сделал с обычным туториалом. Но мне кажется, это будет скучновато, потому что там постоянно выскакивают промпты. Зачем? Это неинтересно. Я по ходу расскажу тебе, что именно происходит. Ведь так? Думаю, так будет правильней. Ну, во всяком случае, не так скучно, знаешь, потому что все эти игры... Но они немножечко стартуют очень медленно, ничего не происходит. Деревня нам досталась Милсанифорд. Угу. И 10 к нам поселенцев присоединяются. 320 денег нам дают. И наша задача добраться до последнего из 5 ивентов. Не знаю, что это за ивенты, я не играл в эту миссию, прошел только вот первый туториал. Время здесь управляется на паузу, это Space, и 1-2 это разная скорость. Разная скорость движения времени. На QE можно крутить карту, приближать, отдалять, все как обычно. Ну посмотри, это же кайф. Тут у деревьев даже какой-то мох снизу поросший. Посмотри на эту воду. Класс, класс. Это прям, знаешь, идеальная игра такая для осени. Ты садишься немножечко грустный о том, что лето уже ушло, и кайфуешь, потому что здесь очень много визуального блаженства. Я не побоюсь этого слова. Ну да ладно, давай сразу же к делу. Пусть наши жители разбредаются. У них у всех есть скиллы, то есть скорость, сила, атака, защита, лесозаготовка. Извини, я переводить буду на ходу, возможно, очень коряво, но просто чтобы ты понимал общий смысл. И стартовать нужно, поскольку... Здесь можно построить сразу же... не то меню. Здесь можно сразу же построить дома, но это дорого, очень дорого, поэтому стартовать нужно с обычной зоны под застройку домов. Там мои вот эти вот братушки разобьют себе палаточный лагерь беженцев. Ну, немножечко коряво я сделал. То есть просто прямо закрашиваешь эту зону, можно даже зажать. И вот они сразу же ринулись. Кайфуют, ребятки, посмотри на них. Прям сразу же они обрадовались, что у них жилье. Да вообще-то я бы тоже обрадовался, если мне хотя бы выделили зону для жилья. Так-то мы очень, получается, добрый правитель. Позволили людям строить палатки. Итак. Следующий шаг, естественно, это поднятие экономики. Для этого у нас есть фермы, для этого у нас есть лесорубы. Сразу же ставим лесоруба. Крутить тоже можно здания. Знаешь, вот что не нравится здесь, это отсутствие указателя, где у него вход, потому что нужно присматриваться. А если здесь еще у этого здания очевидно, то у некоторых, ну, вообще не очевидно. И, конечно, стоит помнить, что это ранний доступ, и в раннем, как в любом раннем доступе, есть свои проблемы. Иногда жители застревают, иногда тупят. В общем, все это увидишь по ходу. К
сожалению, нет горячих клавиш на то, чтобы открывать меню стройки. Это не очень здорово. Hamilled the Fierce. Hamilled, ну, какой-то жесткий, в общем. Здорово, путники, говорит он нам. Что делаете так далеко от дома? Эта земля принадлежит Хемкилской империи. Не ваша и никогда ей не будет. Будете спать под лестницей. Ну, в общем, не дают нам жить. Видимо, здесь будет жесткая разборка за земли. Ну и мы его не виним. Пусть попробует. После этого есть меню, так называемый Zoning Tool, и в этих Zoning Tool можно выбрать, какие именно будут деревья рубиться. Так что давай этим и займемся сейчас. Деньги у нас потихонечку расходуются, дерево тоже расходуется. Понятно, на палаточный лагерь ничего нам не нужно тратить. И проложим дорожку. Дорожка у нас находится вот здесь вот. Ну, самую обычную. Таким вот образом зонирование сделаем и подтвердим. Все, пусть делают дорожку. Она еще и направо немного ушла. Давай-ка ее не будем тут строить. А как ее можно снести-то? Можно. Вот, все, снесли. Ценой рабского труда нам дается эта дорожка. Ничего страшного. Отсюда на нас будут нападать через 6 минут. То есть за 6 минут мне нужно что-то подстроить. Ну, что-то это не очень дзеновое получается, потому что я планировал это видео на максимальном чиле и релаксе, но... Ну, ладно. Давай попробуем выставить. Что нам нужно? Что нам нужно следующее? Нам нужен, конечно же, камень. Нужно посмотреть, где здесь есть камень. Камень далековато, прямо скажем. Ах, да! Как раз про что и была речь на самом старте видео. Здесь есть боевка. То есть на тебя нападают регулярно недруги, и ты должен от них отбиваться. Здесь поставим каменоломню. Я не знаю, как лучше ее поставить. Ближе к складу или же ближе к ресурсам. Я так думаю, не буду выбирать и поставлю ближе к ресурсам. Как-то это логичнее, что ли, не знаю. Ну, и там протяну какую-нибудь дорожку до него. Вот я боюсь его ставить не на прямой поверхности, потому что я замечал в первой миссии, что все-таки жильцы частенечко тупят, прямо скажем. И это не весело. Совсем не весело. Проложим дорожку. Дорожка несколько странновата, прямо скажем. Ну, непривычная система прокладывания вот этой тропинки. И она прям допускает достаточно много ошибок, как мне кажется. Не знаю, что из этого выйдет, не выйдет. Если что, не суди строго. Надеюсь, ты меня простишь за такие фривольные и кривые дороги. Ничего, пойдет, пойдет. Собираем камень, сразу же его помечаем на сбор. И что следующее нам нужно сделать? У нас остается 4 минуты. 4 минуты это очень мало. И поэтому, я думаю, будет совершенно логично поставить где-то ферму. И, наверное, было бы вдвойне логично ставить ее подальше от нападающих. И знаешь что? Я, наверное, тебе покажу еще, как терраморфирование работает. Здесь есть опция модификации земли. Именно. Но стоит она денег. Значит, она работает очень странно. Ты зажимаешь кнопку, и если тянешь вниз, то она выравнивает землю. И при этом тратит твои деньги. Вот таким образом. Если ты ее тянешь вверх с зажатой кнопкой, то наоборот уровень будет повышаться.
Вот как-то так. Странноватая немного система, но когда к ней привыкаешь, кажется, что по-другому просто нельзя было сделать. Ну, реально очень удобно. Куда нам поставить ферму? Ферму... Причем для фермы нужны семена. И здесь можно построить рынок, где ты можешь покупать и продавать семена. То есть представь внимание к деталям. Плюс производственные есть разные здания. Также есть обычный рынок, на котором ты можешь торговать уже древесиной и камнем. Значит, моя... и вот еще одна механика, про которую тоже есть смысл поговорить. У каждого здания есть свои вкладки. И в этих вкладках ты можешь назначать больше сотрудников. То есть я могу назначить дополнительного на лесозаготовку, на каменоломню, но при этом вот эти все жильцы, тебе не нужно ими управлять. Это еще одна фишка, которая меня шокировала. Тебе не нужно ими управлять, они сами идут и делают все, что нужно. Где нужны сотрудники, они туда идут и занимают эти позиции сотрудников. Что нам еще нужно? Нам нужно поставить зоны для засева еды. Стартанем здесь. Я специально чуть-чуть подразровнял. И вот так вот должно быть... Должно хватить, я думаю. И вот эти камешки тоже пометим, чтобы их собрали. Они нам тут не нужны. И в эту сторону, я думаю, буду ставить уже бараки. И, кстати говоря, уже пора бы эти бараки ставить. Так, как их лучше расположить? Где у них вход, я не вижу. Вот из-за этого я по-настоящему ненавижу такие системы. Очень тяжело, приходится постоянно крутить. Ну зачем? Зачем? Давай один барак поставим и один... Это лучников нанимать. Лучников как мы? Ну вот так вот. Вроде нормально. Покать. Пусть строят. И проложим к ним дорожечку. Не знаю, насколько она вообще здесь уместна и нужна. И давай сразу же поставим домики, 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 домики. Ну, может быть, у нас есть какие-то зажиточные, не знаю. Должны быть у нас зажиточные ребята, которые могут себе позволить фазенду. Ну, увидеть бы, где вход. Вот он. Интересно, он прошел, когда вот этот вот маленький человечек прошел мимо здания, дверь у него открылась. Смотри, еще раз. Одуреть. Не, внимание к деталям просто поразительное. Я кайфую с этого. Ну, пусть вот... Нет, ну, рядом со складом ставить как-то... Хочется дзена, но я понимаю, что у меня ничего не выйдет. И я по этому поводу очень сильно фрустрирую. К врагам тоже не хочется близко домики ставить. Как-то это не... Ну, пусть вот к фермерским хозяйствам. Хотя, ты знаешь, я подумал, что... Ведь, наверное, если флаг здесь с атакой идет, это... Именно на этот раз, а в следующий раз атаковать могут вообще с любого угла. И вряд ли я это дело предскажу. Ну, пусть вот тут будет. Я не знаю, я вообще, если честно, в первой миссии не ставил даже эти... Жилье зажиточное. Вот он как раз, смотри, один застрял. Вот это как раз та самая проблема, о которой я говорил, к сожалению. Все-таки ранний доступ и... Есть определенные проблемы. Очень и очень обидные проблемы. Ну да ладно, что поделать. Давай, иди сюда. Вот у него, видишь, задача защищать позицию. То есть, если ты его отправил, какого-либо жильца, куда-либо, он занимает уже роль. Я не знаю, насколько долго она держится, без понятия.
И здесь у нас нужно нанять будет 4, поскольку нападение уже вот-вот. Я хочу нанять 4 человек, нападение будет из 6, не знаю. Но вообще все жильцы могут отбиваться от атак. Так что давай-ка я их сразу же всех возьму под крыло и укажу, чтобы они атаковали. Солнце поднимается, как и мои солдаты. Ничего себе, Хамельд. Дерзкий. Понял. В общем, грозит нам Хамельд, что мы заплатим высокую цену. Он собирается разрушить наши здания, но, Хамельд, ты немножечко попал. Потому что наши гопники уже готовы защищать, и район на район пошел. Надо было мне... Как-то я... Давайте я покажу, что там происходит. Ничего себе. Ну, что-то очень интенсивное, ничего не видно. О, вот. Вот этот ракурс нормальный. Пошла тема. Ну, в принципе, все. Да, уработали. Хамельд пишет, считай, что это был только разогрев. Земля сегодня содрогалась, но слегка. Ну, то есть, ну, в общем, пока что-то не получилось у Хамельда. Да у всех бывает, Хамельд. Мы понимаем, возраст и все такое. Не переживай. Мы не осудим строго. Все, я распустил своих ребят, нажал им, чтобы они шли, занимались уже своими делами. Этих мы, конечно же, похороним с почестями. Все-таки надо бы только вот факелы потушить. А что-то их раздеть можно как-то с ними? Что-то сделать можно, нет? Да, немножечко кровожадно звучит. Можно ли их раздеть? Это, конечно же, все в рамках, как обычно, это все в рамках игры. Просто ради, скажем так, юридической чистоты я обязан вам об этом сказать, что да, здесь ничего не происходит необычного, в органы не нужно сообщать ни о какой активности на этом канале. Вот, все в рамках игровых механик. Все, что я вам могу сказать. И сразу же строим рыночек. Рыночек куда мы поставим? Ну, куда-то, даже не знаю. Вообще, рынок разумно иметь рядом со складами, правильно? Чтобы недалеко было таскать. Поставим его сюда и разделим такой дорожкой, чтобы был быстрый путь до... вот, слушай, неправильно я поставил эту дорогу. Вот так и вот так будет правильно. Да, она как будто, знаешь, прилипает. Когда левой кнопочкой нажимаешь, она как будто бы залипает в одном месте, и потом из этого места ты уже дальше строишь дорогу. Вот что немножечко непривычно. Ну... А что у нас вообще на складах? Нужно, наверное, склады дополнительные поставить, потому что складировать уже, в принципе, нечего и некуда. Резиденты. 3 свободных места. А почему они его не занимают, этот дом? Наверное, потому что им в палатках нормально. Ну, правильно, это работяги. Смотри на них. Пошли бульбу сеять. Красавцы. Приятно, любо-дорого посмотреть на работящих людей. Я думаю, что нам нужно как минимум 2 фермеров. Что у них есть? Есть пшеница и есть у них картофан. Следующая атака у нас будет слева. И снизу. Слева и снизу. То есть нужен еще один как минимум барак. Сделаем еще один барак. Ну вот эту вот дорогу я не хотел, вот, чтобы она влево туда уходила. Это вообще... постой. Это он все... У меня до сих пор эта дорога была... Блин, прилипла к курсору. Неудобный механизм, одно могу сказать. Мне кажется, какой-то классический вариант был бы удобнее. Ну, может быть, я просто не привык, не знаю. 6 минут. 6 минут у нас есть. Здесь тоже 6 минут. То есть они одновременно... С 2 будут нападать дистанции. Давай 4 лучника. Не знаю, правда, как эти... Но они, я так понимаю, находятся как при части, да? Но они продолжают делать свою стандартную работу, выполнять, как обычно. И давай посмотрим, что у нас там по жильцам, что у нас по
расходам, доходам. То есть разные тут метрики, сколько у нас людей, чем они занимаются, какие у нас здания. Но пока не будем этим заморачиваться. Я не буду делать вид, что я понимаю, что происходит в той закладочке. И поставим assembly. Assembly это что? Как это перевести? Ну, что-то типа городской ратуши. Городская ратуша пусть у нас вот так стоит. На перепутье. Поближе к... Куда? К основному нашему... Форум это называется. Форум, не знаю, чем он занимается, честно, тоже не буду тебе рассказывать, не буду врать, без понятия. И можно вот скорость увеличить. 2 сеттлеров пришли к нам, отлично, то есть 2 поселенца у нас дополнительных. Картофельное поле у нас здесь. Его поливают. Смотри. Шапки у них исключительно идеальные. Как будто бумажный пакет на голове. Ну, понятно, люди живут в палатках. Мы их не будем осуждать. Ага, вот один фермер, посмотри, он уже набрал себе. И тут набрал деньжат, чтобы снять себе хату нормальную. У него 200% здесь сон. То есть он гораздо более производительный за счет вот этого домика. Супер. Ну что, я могу только пожелать, чтобы у меня было больше богатых людей в государстве, чтобы они спали гораздо меньше, а работали гораздо больше. Я считаю, что это только пойдет на пользу всем. Без исключения, конечно же. Ага, здесь вот этот вот палатку эту мы сносим. Можем мы ее снести? Не можем. Обидно. А как тогда быть? Что мне сделать? Вот erase можно сделать. Вот этот erase мы сносим 2 палатки. Все, давай, убирай свою палатку. Ты выселен. Царевым указом, извини, брат, не со зла. И еще один поставим мы... Что мы поставим? Мы поставим барак еще один. Потому что я чувствую тут рукопашный бой, он как-то... Похоже, понадежнее, чем луки. Потому что лук могут отобрать в ближнем бою, и потом этим луком засунуть его куда-нибудь в неприятные места. Деревья тоже почистим. Что у нас там с рынком? Есть рынок? Дом. Ассембле нам сделали. В ассембле мы можем ввести порядок. Что дает нам просто поддержание порядка. Я не знаю, что дает. Траст +1. Вот что это нам дает. И есть возможность разработать налоги. Это снижает привлекательность поселения на 5%. Но, знаешь, без налогов я что-то не представляю, как мы будем жить. И вот здесь с порядком также можно военную службу разработать. Отлично. Давай налоги. Сначала налоги, а потом военную службу. Вот он рыночек наш. Вот он наш рыночек. И что мы можем на нем продавать? Слушай, это что? Я не тот рынок поставил. Я хотел поставить рынок... ресурс. Да, ресурсы. Для ресурсов. А как... вот оно, стой. Что-то здесь не так. В общем, я хотел поторговать камнем, во-первых. 20 камня. Написано рыночная цена 30 центов. 30 центов. И можем древесину продать тоже. Давай, 23. Пусть продается. Поставим еще... Еще один склад. Склад нам нужен. Где он? Тут у нас есть склад.
Я уже и не помню. Ну и давай по разным зданиям пройдемся. Здесь и разные типы есть дорог. Есть каменная, есть деревянная, есть фортификационная. Есть разные типы стен. Ни одну из них я даже не пробовал пока ставить. Стоит все это денег. Разные... Есть еще разработка, разные, то есть здания, они открывают доступ к разным, опять-таки, зданиям. Они тут называются prefabricated, то есть уже сделанные самим разработчиком. Но при этом ты можешь проектировать еще и как-то свои здания. Я не знаю как. Может быть, это какой-то отдельный мод, я без понятия. Может быть, как-то нужно сохранить. Вот, например, мы можем карт какой-то поставить. Что она нам дает, я не знаю. Я не буду ставить, потому что у меня ограничено ресурсов, и на меня планируется нападение. Я не буду сейчас ради видео этим заниматься. Так, а где мой барак? Я его вообще поставил или нет? Похоже, что я его не поставил. И это классический я. Окей, что мы здесь будем делать? Мы выбираем всех относящихся к бараку и отправляем сюда. Потом выбираем всех, кто относится к лучникам, и тоже отправляем их сюда. Сколько у нас лучников всего? 1. Других не нашлось, понял. Супер, отлично. Это то, что нам нужно перед нападением. Куда ты пошел? Вот куда он пошел? Мы же одна команда, брат. Окей, Хаммельт опять бочку катит. We shall see if your courage holds a second time. Говорит, выдержит ли твоя храбрость вторую проверку? Не знаю, брат. Я, честно, сам не уверен вообще ни в чем. Но пока не буду с производства своих ребят снимать. Мне кажется, мы и так их покараем, потому что до этого мы просто, будучи какими-то голожопыми-голодранцами, их разделали. В этот раз, я думаю, с поддержкой еще и артиллерии. Это будет полный разнос. Давай сразу же ведем своих ребят защищать фермеров. Да там, походу, фермеры их разберут вдвоем. У меня очень жесткие типы. Что там есть? Движение есть. Да, они, смотри, разбирают их. Ну, видимо, пока здесь нет какой-то сложности. Все-таки это первые миссии. Ну, бой такой достаточно примитивный. Но, знаешь, он работает. Мне кажется, такой бой вполне прокатит. Хаммельт злится, говорит, что его советники его обманули. Я оказался гораздо сильнее, чем он ожидал. И он планирует, в общем, настроить свой план и в конечном итоге уничтожить меня. Неприятный тип, знаешь, все-таки неприятно. О, слушай, вот я что вижу. То есть здесь есть формации, вот они. Их можно быстрой кнопкой, оказывается, отсюда доставать. Ага, ну окей. Звучит неплохо. Что там у нас по продаже? Есть продажи какие-нибудь? Идут деньги? Да, продалось. Было, я, кажется, выставлял 20 или 21. 3 продалось. Отлично. Здесь я ставил 23, по-моему. Тоже 2 продалось. Супер. Интересно, как это происходит. Какие-то здесь... Что они бросают это все? Почему вы бросаете просто на землю? О, это кринж. Давай рубим вот эти вот деревья, сносим. Деревья сносим, продаем. Ставим на их месте полезный склад. Можно могилки поставить, супер. Смотри, сколько разных. Тут целый мавзолей можно собрать при желании, похоже. Ну да ладно, так, мне нужно еще разработку какую-то сделать, да, assembly, это вот оно, нужно разработать, что мне? Military service.
увеличивает силу и броню. Видимо, всем пассивно, то есть это какая-то разработка. И есть еще налог на гражданство. В общем, граждане будут платить... те поселенцы, которые захотят стать гражданами, они вынуждены будут платить 2 золота за вот эту привилегию. Ну, я считаю, что это неплохо. В конце концов, гражданство — это всегда привилегия, особенно для переездунов всяких. Давай ставим стокпайл вот куда-нибудь сюда. Я не хочу ставить вот на этот камень, потому что мне кажется, этот камень может добывать можно, я не знаю. Давай попробуем. Можно его добывать или нет? Или я нагнал пурги? Да, я нагнал пурги. Это просто декоративная какая-то поверхность. Ничего с ней особо сделать нельзя. Ну и ладно, не очень-то и хотелось. Что там у нас с фермой? Сколько у нас фермеров вообще? Фермера 2. Ну, знаешь, полянку так они особо, похоже, не урабатываются с этой полянкой. Вижу, что достаточно все у них так лайтовенько происходит. 4 грядочки себе разбили, но... Что же поделать? В следующую атаку будет 6 человек. 6 человек нас будут атаковать. Я не из пугливых. В конце концов, мне самому ничего не грозит. Что у нас? 8 человек не могут себе дом найти. Я совсем забыл про то, что мне нужно дом ставить. Ну, пока, знаешь, впечатления такие, что даже вот на такой базовой компании есть всегда чем заняться. То есть нет такого, что я там сижу и что-то придумываю. Вот бы мне для видео вот это сказать. Нет. Так что, до сих пор я не могу никак поставить. Что я не понял, как это снести. Почему он... Что это такое? Как тебя снести, я не понимаю. Ну, ладно, пофиг. Давай ставим дома вот здесь. Прям вот так дома ставим. Сейчас я только пойму, опять же, где у нас, с какой стороны у нас дверь. Ставим и ставим. Я разработчику обязательно напишу, потому что он в Дискорде, кстати говоря, разработчик очень классный парень. У него в Дискорде прям ты можешь репортить все баги. Вот здесь есть специальный еще инструмент для того, чтобы... эти репорты отправлять. Я просто, извини, затупил. Вот тут смотрел, что вышла надпись о том, что 8 переселенцев собираются покинуть город, потому что у них нет лучше домов, чем палатки. Ну, зажрались, слушай. Я был к ним максимально добр, но они зажрались. Давай, строим дома, что тут скажешь? Больше домов. Жаль, человечнички нельзя старые добрые поставить. Сразу же решает все проблемы, знаешь. Давай еще 2 домика. Я не знаю, почему я так разленился, что я им не ставил эти дома. У меня вроде бы и денег уже идет там какое-то количество. Сейчас надо выровнять здесь ради эстетики. А можно ли здесь выровнять? Похоже, что нельзя. Что-то не выходит у меня выравнивание. Да, не выходит выравнивание, а вниз я могу, тоже не могу. Ни вниз, ни вверх. Пишет, что-то мешает. А здесь выровнять, да, можно выровнять. А здесь нельзя. Рядом с дорогой, в общем, нельзя выравнивать, похоже. Я все деньги спустил на это дело. Наверное, стоит мне прекратить. Не так у меня их много, оказывается, как я думал. Давайте, продавайте активнее. Что, у меня 82 дерева. Давайте, продавайте. И нужно еще поставить мне маркет для продажи вот этих семян. Что, у меня коряво дома выстроены? Вы хотите сказать, что я выставил коряво дома? Ну да, город не идеальный, прямо скажем. И немножечко тесно. Но, слушай, я долгое время в Москве прожил, практически всю свою жизнь, так что неудивительно. Ну, нормально, смотри, двери открываются, и слава богу.
Я считаю, что этого более чем достаточно. Через 3 минуты будет уже атака. И это максимально неприятное известие для меня, но 6 человек, я думаю, мне не грозят абсолютно никакими последствиями. Нужно нам собрать камни еще и построить научное здание, лаборатория называется. Лабораторию можно вот здесь, наверное, будет возвести. Не выходит ее возвести. Давай тогда здесь как-то так. Где у нее вот вход? Вот это вход? Вот это вход или нет? Давай на какого-нибудь наведем. Вот, да, дверь открывается. Ага, супер. Прямо рядом с бараком. Наука и сила. Все вместе, в одном месте. Отлично. Прокрутим. Сделаем небольшой таймлапс. Смотри, тут прямо видно, что на рынке происходит. Блин, прикольно. Прям какой-то, знаешь, кайф есть от этого. Все так быстренько происходит. Классно. Денег не могу сказать, что я много заработал, но уже пора выставлять защиту. Теперь я уже поумнее несколько. Давай я лучников поставлю на высоту. Воинов ближнего боя поближе. Ага, это они с лучниками пришли. Он говорит, посмотрим, насколько твоя храбрость поможет ли она тебе против стрел. Сейчас посмотрим, у меня тоже лучники есть как-то. Слушай, да у меня это неубиваемое. Смотри, это терминатор там идет, водянарик, он сейчас будет их раскладывать. Как боженька. Сюда. По 25 у меня лучники выбивают им. Не могу сказать, что я вижу, что там происходит. Зоград и Фурт убит. То есть один у нас все-таки, наверное, умер, я так полагаю. Хамельд удивлен. Окей. Собирается нам грозить гораздо страшнее расправой. Ну, посмотрим. Посмотрим, что у него из этого выйдет. Что-то у меня подлагивать стала игра. Не знаю. Дай-ка я запишусь на всякий случай. Если вылетит, чтобы я хоть мог вернуться. Да, я, может быть, порежу это на монтаже. Попробую, может, ее перезапустить. Но, опять же, видишь, есть какие-то проблемы с оптимизацией, к сожалению. Ну, в общем, вот он. Я вернулся уже обратно в игру. К счастью, запись у меня была. Похоже, проблема ушла. Что здесь у нас происходит? Я заметил, что после того, как я загрузился, исчезла ферма. То есть здесь были посевы, теперь их нет. Исчезли еще и дороги. Они не сохранились, да? Или они, может быть, не прорендерились сейчас? Ну, в общем, вот тебе то, о чем я и говорил. Есть у игры определенные проблемы. Безусловно, это ранний доступ. Надо обязательно это брать в зачет. Но и не стал бы я прям сильно очень уж винить разработчика за это. Я думаю, все это будет исправлено. Вопрос времени. Ну видишь, тут дороги есть, просто текстуры не прогрузились. А могу я удалить вот эти вот лагеря каким-то образом? Все-таки они мне вообще не нужны ни разу. Здесь в них никто не живет. Ну, не ясно. Тоже разработчику об этом напишу. Все-таки неприятная достаточно особенность такая. А домики давай-ка мы вот здесь выставим дополнительные, потому что мне уже в который раз грозят, что домов не хватает нормальных. Ну что ж, надо ставить, значит. А куда без этого?
Раз человейники нам недоступны, как бы их поставить-то? Как-то так, наверное. Вот здесь, по-моему, у меня дома стояли. Вот так. Дорога и вдоль них дома. Нормально. Пусть здесь будет небольшой зазор, а то я, конечно, застройку, ну, я говорю, травмы от человейников не заживают. Тут у меня будет следующее нападение. 8 слева, 9 снизу. Одуреть. Пока непонятно, как с этим быть. Давай поравняем здесь землю, что ли. Если у меня хватит денег. Блин, не, это слишком дорого. Что-то равнять здесь землю очень дорого. Одно могу сказать, это факт. Что нам нужно поставить? Я думаю, нам нужно поставить еще один... мне нужно разработку делать, точно. У меня много что здесь не разработано. Мне нужно Business Places вот эту сделать. Carpentry. Несколько нельзя в очередь ставить на разработку. Любопытно. Не фанат я вот этого вот особенности. Да, я смотрю, вот после загрузки немножко люди начали подтупливать. В общем, строить здесь, я так думаю, что вот эти узкие коридорчики как раз не стоит, потому что, видишь, у них они не могут даже друг с другом разойтись в таком коридоре. Ну, что поделать. Вот они дорожку протаптывают. Вроде как дорожка появились, где я их прокладывал. Они как будто бы появляются, знаешь, со временем. Странноватая механика, но окей. Не знаю, специально это сделано или это какой-то баг. Не могу судить. В общем, дома я построил дополнительные. И мне нужно... Да, мне нужно как минимум еще один барак. Барак. Где он есть-то? Вот он. Сюда мы его штампанем. Да. Лучше поставлю подальше. А здесь разобьем дополнительные дорожечки. Чтобы хотя бы здесь у нас был свободный проход. Да, вот так вот. Вот так вот. Отлично. Пошли строить. И сразу же надо нарубить. Нарубить камня. Это давай все собираем. Я не помню, это сколько у нас здесь вообще. Вот это как раз последний ивент будет нападение. Это вот отлично. Супер. Похоже, домов вот теперь у нас достаточно. Потому что вот эти 3 домика вообще не заселенные. А что там с палатками? Палатки тоже пустые. Ну, то есть домов достаточно у людей, я надеюсь, в этот раз. В общем, когда будешь проектировать свой город, учитывай, что проектировать его надо с большими площадями и дорогами. Хотя тоже непонятно, как это делать, если у тебя, так мало ресурсов на все. У меня просто постоянно нет денег. То есть я не могу ничего, в принципе, открыть. Денег катастрофически не хватает. И да, кстати, здесь есть еще и гидравлические разные штуки. То есть ты можешь ставить здесь, сейчас тебе покажу. Отдельная вкладка есть механическая. Можно ставить мельницы, которые генерируют, энергию. Можно ставить всякие двери. И я так понимаю, что вот это есть водяное колесо. Водяное колесо, видимо, здесь где-то можно ставить, там, не знаю для каких целей, но может быть ров вокруг, потому что я видел на видео у разработчика, там прям был такой ров, то есть полноценный замок со стенами, но, конечно, в этом видео я не успею столько собрать, я его вообще, в принципе, не хочу затягивать очень долго, потому что, по правде говоря, никто из вас, наверное, даже до этого момента не дойдет, не услышит и не... судя по статистике, там до конца видео смотрит очень мало человек, и то не факт, что они смотрят. Хотя я не знаю, как ты, я предпочитаю все-таки, если я видео начинаю смотреть, я его смотрю до конца. Если, может быть, не за один день, то за 2 дня точно. Там где-то досматриваю, знаешь, там, когда
чай какой-нибудь пью, ем что-то, ну, или просто в перерывах, когда хочется немножечко, чтобы мозг отдохнул. Интересно, охотник здесь есть? Охотника я пока не видел зданий, что странно. Потому что, мне кажется, в таких обществах охота была, если не центральным занятием, то одним из центральных. Давай рынок сюда хлопнем, рядом с складами. Это рынок с семенами. Будем еще семенами торговать, потому что у меня, ну, денег... Ты сам видишь, все по этому графику видно. Денег не очень много. И, кстати, не распродали. О, да, тут все распродали. Ну, кроме древесины. Древесина, походу, никому не нужна. Вот еще разработчику можно было бы сделать предложение, поставить, например, чтобы всегда продавалось, чтобы всегда поддерживался определенный объем в запасе. То есть, например, чтобы продавалось, если камня больше 10, то значит продажа активна. И то же самое для древесины. Кажется, это было бы прям... Ну, знаешь, вообще это стандартная тема во многих играх, насколько мне известно. Давай наберем побольше людей в бараке, поскольку это последняя атака, как я понимаю. Не знаю, будут ли еще эти атаки. Опять же, не знаю, как там в планах насчет боевой системы, будет она развиваться или нет. Я вроде видел, что было написано в roadmap к игре, что атаки будут чаще. Чаще будут больше кампаний, связанных с военными действиями. Значит, я думаю, что я отправлю сюда 4, сюда 4, и сюда поставим еще и лучников. Озвучка тоже приятная. Они белиберду говорят, это не английский. Может быть, какой-то другой язык. Потому что сам разработчик из Бельгии, я могу предположить, что у него свое видение. А может быть, он просто какую-то белиберду наговорил, знаешь, чтобы было обозначено хоть что-то. Давайте сюда встанем сразу же, чтобы быстренько их разделать. Реальная атака начинается, говорит мне. Ну, посмотрим насчет реальной атаки. Будет у них реальная атака или нет. И давай посмотрим, что здесь происходит. Давай отправим их сразу же в бой. Мне кажется, бояться нечего здесь. Этих разделали. Да, разделали. Давай тогда лучников переправляем на усиление сюда. Да нет, там у меня ребята очень жесткие. Амириве Прант умер. Это мой или нет? Слушай, походу моих, что ли, разделали, да? Да, выглядит, что моих разделали, похоже, да. Ну, слушай, тут какие-то жесткие ребята. Смотри, у них какие доспехи. Не всегда атака, индикатор атаки появляется. Но они сейчас уработают их, давай. Не знаю, что это что там произошло. Этих мы... Давай точно отправим сюда. Ну, бой корявый. Бой точно корявый. Я бы эту игру ради боя, конечно, не ставил в таком его виде. Ничего себе, этот вооружился, посмотри, у него и секира, и лук. Жесткий чувак. Все, Хаммельд, похоже, сдался. Можно продолжить играть, можно закончить. Давай немножечко еще продолжим, но я думаю, уже буду закругляться, потому что, ну, очень много времени. Я и так очень долго все показывал. Я говорю, обычно видео не смотрят дальше там какого-то определенного момента.
И особенно, я думаю, такие видео, где стройка, никакого не происходит экшена жесткого. Что они там делают? Угу. Что они там в воде? Собирает воду. Пьет воду. А вообще я никаких водяных сооружений не видел, чтобы вот поставить им, знаешь. Это тоже очень странная особенность. Давай попробуем поставить вот это вот здание производственное. Потому что я его до этого не ставил, просто любопытно, что оно делает. Где у него дверь? Дверь, вот она. Ну, сюда вот его шлепнем. В целом же игра выглядит очень и очень достойно. Я не знаю, к чему разработчик в конечном итоге придет, но я вижу очень большой потенциал. Я ему отправлю все, о чем я здесь говорил, напишу на английском языке, постараюсь рассказать, показать. У него и видео будет, я ему прям с тайм-кодами отправлю, потому что, ну, мне кажется, таких проектов должно быть больше. Он уникальный, знаешь, он не использует какую-то стандартную формулу, по которой вот есть протоптанная дорога. Этот чувак, он прям работает на износ. Я не знаю, есть ли у тебя опыт в разработке, но то, что здесь он сделал вот это в одиночку, это не укладывается просто в рамки понимания. Это очень большая работа, она просто поразительная. Пытаюсь открыть рыночек, чтобы в рыночке выставить на продажу. Ну вот здесь выбор глючит. Тут, видишь, кликаешь на здание, а в итоге выбираешь человека. Я думаю, это тоже ему не просто сделать баланс между вот этим выбором. Это всегда достаточно такая сложная задача по разработке, куда именно хочет кликнуть пользователь в таких ситуациях. Поставили, да? Ага. И что у нас в продакшн есть? Ага, можно делать. Так, интересно. Можно суп делать. Любопытно. Ну, допустим, будем делать 9 супа. На это нужна картошка и вода. Ага, значит, все-таки воду здесь как-то надо добывать. Может быть, она в разработках там участвует где-то. А, точно, вот же она. Наверное, это вот она. Давай ее разработаем. Посмотрим, что из этого выйдет. Ну, да, все-таки видео я буду закругляться, потому что час... Ну, никто не будет смотреть. А если метрика маленькая просмотров, видео просто не будет Google, YouTube рекомендовать. И оно просто умрет, его никто не посмотрит в конечном итоге. Оно даже не будет никому рекомендоваться. Я понимаю, что мои видео не супер шедевр. И наверняка найдутся более достойные ютуберы. Но... Ну и ладно. Все равно проект интересный, мне он нравится, и я хотел все-таки про него рассказать, поделиться. Не знаю, дополнительные видео вряд ли я буду по нему делать, разве что когда какой-то крупный релиз будет или что-то такое. О, какой же кайф, посмотри на это. Ну это просто вот можно, знаешь, оставить и увеличить, если скорость. Как это все происходит. Блин, какой он молодец, что он сделал вот этот зум дальний. Прям можно кайфануть с этого. Уф. Да, еще смотри, из труб поднимается дымок. Очень классно. Я бы еще хотел, конечно, посмотреть зиму. Как-то до зимы я как-то не доходил ни разу. Может быть, просто покрутить время, да, таймлапс такой сделать в конце. Будет любопытно просто, когда она до зимы дойдет. У меня... Наверное, там еда какая-то есть, но вот смотри, исчезла ферма после загрузки. Блин, обидно как, а. Я даже не знаю, у них вот, ну, вроде есть тут что-то, зона есть, выделена. А что тут? И фермеры есть, но они ничего не делают, не садят. Ну, баг, да, обидно.
Еще и на видеозапись это все попало, ну, неприятно. Ну да ладно, а что, правда, она такая, коряво все работает в этом мире. Вообще, если посмотреть, ну, за что не возьмешься, все работает коряво. Везде какие-то огрехи, знаешь, машины ломаются, дома изнашиваются, улицы, на улицах полно мусора. Без человеческого внимания, конечно, все очень быстро приходит в негодность. Я надеюсь, что он этот баг починит, да, я обязательно нужно ему про него сказать. Сейчас, может быть, попробую новую. А что я не пытаюсь ничего сделать с этой фермы? Я ничего не пытаюсь сделать, потому что туда корявая очень зона такая. Ну, посмотрим. А может, у них вода кончилась, не знаю, может, им воды надо больше, у них просто не получается там засеивать. Наверное, я слишком далеко, может быть, от воды это все дело построил. Давай построю поближе к воде, вдруг это поможет как-то. Так, сначала я поставлю для засева зону. Это прям какие-то рисовые поля, по-моему, выходят. Да ну и ладно. И ставим фермочку. Фермочка. Блин. Ну тут прямо зона, конечно, отвратная. Ну, как-то вот так. И дорожку к ней протопчем. Дорожку к ферме. И здесь дорожку еще протопчем. Что, никак? Нет, не хочет дорожку протаптывать. Там лес еще, это дурацкий. Ну как-то так. Можем же, когда захотим. Да, все, поставили. Есть. Красота. Классно. За этим просто можно наблюдать. Давай посмотрим, что там происходит вот так вот издалека. Как муравейничек. Да, смотри-ка, начали засеивать. Что-то там копаются. Ну, давай тогда их отсюда уберем. Работничков. И поставим их вот сюда побольше. Не знаю, можно ли конкретного человека назначать на те или иные работы. У них тут какие-то мысли есть даже у каждого. Не знаю, что он планирует с этими мыслями тут делать и какой от них толк, кроме вот какого-то, знаешь, без понятия, зачем это нужно, не знаю. Пока, видимо, никакого предназначения нет. Давай, я хочу прокрутить на зиму. Что бы там ни происходило, неважно, нам нужна зима. Быстрее, быстрее, быстрее. Может быть, я ускорю это дело, знаешь, что сделаю? Точно, я потом на монтаже... О, теперь они и здесь делают эту ферму, ну офигевшие. Какого черта? Ну, может быть, у них воды здесь не было, я не знаю. Может быть, у них сезон закончился для фермы. Я не в курсе. Я даже не обратил внимания, может быть, это и не баг был, может быть, это все было окей, просто у них действительно закончился сезон, и они просто убрали поля, и там на полях ничего не было. Возможно, и такой сценарий, не знаю. Я играю в это первый раз, и, ну, не первый, второй. Я бы, в общем, своим словам не доверял. Давай поставим мельницу. Будет прикольно. Мельницей. В лесу мельница. А что ты мне сделаешь? Ну, поставлю в лесу мельницу. Тупо, но... И ладно. Что нам нужно? Нам нужна древесина. Давай вот эту древесину вот здесь почистим. А интересно, вообще эта древесина-то отрастает или это какой-то конечный ресурс? New Citizen. Так, вот. Ага, это декада, видимо, декада на 4. Каждый сезон на 4 делится. Ну, полетели, давай. Еда у нас много. Я надеюсь. Что там у нас с заготовками по производству?
Наверное, можно побольше еды всякой сделать. А что-то ничего и не производят, похоже. Вроде у меня картошка есть, но из нее ничего не производят. Ну и ладно. Поставим еще складов. Если мне деньги позволяют. Что-то денег у меня не прибавляется вообще. Меня это раздражает сильно. О, пошла тема. Это что такое? А, ну все. Это уже осень, и поля мои погибают, похоже. Слушай, прикольно как. А как это так? Осенью что, у меня уже все покрылось снегом? В первую часть осени? О, как красиво. Но притормаживает. Что-то вот когда на таком дальнем зуме начинает притормаживать. И что здесь вот с этой мельницей? А, автоматически написано меняет направление по ветру. Все, поля мои погибли. Жалко. Давай еще с этого ракурса поснимаю. И буду уже закругляться. Спасибо тебе большое за просмотр. Я думаю, моим жильцам не очень здорово. У них там написано, что они и голодны, и им холодно. Ну что ж, не судьба. Если тебе видео понравилось, подписывайся. Если не понравилось, дизлайк тоже сработает. Еще раз тебе спасибо и до скорых встреч. Пока-пока.